Слышите, как ворон оповещает лес о том, что сюда пришел человек. Всем привет, друзья! Я снова иду в свою лачугу. Иду по прекрасному лесу. Погода теплая. Птицы поют. Кстати, в этом году совсем нет воды в лесу. Снег растаял, от ручьев вот практически ничего не осталось. Их, в принципе, и не было в этом году, я так понимаю. Если взять вот отрезок, сейчас вставлю, из старого видео, где эти ручьи буквально невозможно было преодолеть без высоких резиновых сапогов. А сейчас, собственно, воды вообще нет. Это зима, это весна просто поражают. Ну, знаете, такой весной одно удовольствие посещать леса. Спокойно идешь, никаких проблем нет. Пока что еще здесь нет клещей. Ну, тут вот снег еще местами. Да и сегодня к тому же был мороз. Поэтому клещи еще не вылезли. Береза линяет. Ха. Вот немножко набрал коры на растопку. Зато она здесь отличная, сухая. О, блин, как же тут красиво стало. Правда, пахнет вот этим льном. Ну что, в первую очередь пьем чай, а дальше уже приступаем к усовершенствованию этого места. И, кстати, я вот пока сейчас камеру устанавливал, тоже сапог проткнул. Такая дыра приличная. Ну хорошо, сейчас воды нет вокруг. Ну, наконец-то пришла весна. Уже прям вот зелень проглядывает, вся вот это. Мох. Очень много мха вот здесь. Ну что, налицезрелся природой вдоволь, надо приступать к работе. И думаю, что самое первое, что я сделаю, это крышу. Думаю, да, это будет самое главное. Знаете, что-то я слишком слабо оделся. Начинаю замерзать. Просто вчера было плюс 10, было очень тепло. Сегодня что-то так себе погодка пока что. Но я думаю, к обеду должно разогреться. Надеюсь очень на это.
Ну вот, кстати, крыша полностью сухая. Отличный результат. Была всего лишь обычная пленка. Придется сейчас навести здесь шума. Ну вот, 1 минута, и все готово. Конечно, бензопила — это удивительная вещь. Как я раньше строил землянку без бензопилы, я не представляю. Все же там было напилено ручной пилой. Знаете, я буду не я, если не забуду что-нибудь. И в этот раз я забыл гвозди. Вот стараюсь найти из каких-то обрезков, повытаскивать старые гвозди. Их тут на самом деле полно, там вот куча. И это меня спасло на самом деле. Во, отлично, гвоздь. Да, не так уж и крепко на самом деле. Ну ничего, тут нагрузки огромной не будет.
Все-таки нашел я приличное количество гвоздей. Порылся там в закромах рюкзака. Сейчас вот укрепляю крышу, потому что у меня тут через одну вообще было прибито. Накинул я наверх тент новый. Так точно протекать ничего не будет. На пару сезонов вполне хватит. Но еще, знаете, хотелось бы замаскировать крышу, потому что тент на самом деле вот он портит тоже весь вид. И нужно что-то такое естественное. Здесь я повсюду саморезами закрепил. Прям на край тента. Там поплотнее материал. Тут, кстати, я козырек тоже небольшой сделал. Ну вот с этой стороны по такому же принципу. Саморез, саморез. Время еще есть для того, чтобы модернизировать эту хижину, лачугу, так называемую. Солнце еще высоко, но уже скрылось за облаками. Так что я сейчас пойду собирать мох для того, чтобы укрывать сверху крышу и придать ей такой, знаете, зеленый красивый вид. Ну а если вам нравится то, что я делаю с этой лачугой, восстанавливаю ее, совершенствую, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Это будет очень важно. И я обязательно сюда вернусь уже с ночевкой в следующий раз. Еще более утеплю это строение. И в такое межсезонье будет довольно-таки тепло здесь, я в этом уверен. Ну, взять, в общем-то, хороший спальник и проблем не будет. Ладно, пойду дальше собирать мох и закрывать крышу, чтобы не было такого вот тента видно вообще.
Вот такую вот фигню я соорудил для того, чтобы мне сейчас залезать наверх, раскладывать мох. Надежно, так прям куча укосин разных. Пока не рассохнется, она будет меня выдерживать. Знаете, я вот дома все планировал, как это будет. И на самом деле, получается-то все красиво. Но это все в сильную жару высохнет. И не знаю вообще, есть ли в этом смысл. Да, будет красиво, но практично или нет, я не знаю. А если в сезон дождей, будет задерживать влагу. Хотя, по идее, она должна все равно вытекать здесь. Короче, ладно, буду делать дальше. И посмотрим, что из этого выйдет в итоге. Ну что ж, наконец-то закончил. Крыша полностью зеленая, покрытая мхом. Выглядит прям, просто замечательно. Ночевать я сегодня, как я уже говорил, не буду, поэтому сейчас я немного вокруг приберусь, мусор, инструменты все соберу и буду отправляться уже домой. Ну а пока вот посмотрите на эту красоту.
Козлы я здесь разобрал, потому что они уже все сгнили. Ну и знаете, вот у меня есть идея, я почитал комментарии, что нужно типа заваленку сделать. То есть я могу покрыть пленкой, ну вот примерно до такого уровня, ну и завалить землей, допустим, и так вот наложить дерна, чтобы не было просто земли открытой. По-моему, это неплохой вариант. Как вы вообще думаете? Напишите об этом в комментариях. Пленка тем более осталась, я заменил крышу. Теперь там тент. В ближайшие полчаса в лесу станет темно, поэтому я собираюсь и отправляюсь домой. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Оставьте какой-нибудь комментарий. Как вам такая лачуга, покрытая мхом? По-моему, выглядит очень здорово. Ну и там заходите, не знаю, в телеграм-канал. Там тоже будет эксклюзивные какие-то фото, видео обычно. Ну, иногда выкладываю. Если хотите, там можно будет какие-то вопросы задавать. Но я сейчас все, отправляюсь скорее домой.